Всем привет! Зашел в сделку по сишке на 40 контрактов. Обратите внимание на график, доллар уже несколько дней падает. Хороший такой нисходящий тренд. Видим уровень на 74 тысячах, в который цена уже билась до этого 3 раза. И вот когда в третий раз цена вновь подошла к этому уровню и просто прилипла к нему, я понял, что с вероятностью процентов, скажем, на 80, этот уровень сегодня снесем. Вопрос лишь когда. Пока я искал точку входа, цена уже четвертый раз начала подходить к уровню. Для тех, кто интересуется скальпингом и торговлей внутри дня, обязательно подписывайтесь на мой канал. Здесь регулярно выкладываю свои сделки с подробными объяснениями логики входа, а также супер полезные обучающие ролики по трейдингу для новичков. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить моих новых видео. Слева вы видите стакан пары доллар-рубль, справа стакан фьючерса на доллар-рубль, ну и соответственно справа график сишки. Для тех, кто не знает, сишка это фьючерс на доллар-рубль. В сделку я вошел 30 контрактами по цене 74.30 и еще 10 закинул по цене 74.29. Если цена пойдет не в мою сторону, то закрываться буду руками в районе 74 тысяч 55. Там небольшое скопление заявок в стакане. Стоп-лосс плюс-минус получился 25 пунктов. Участники рынка свои стоп-лоссы выставляют за локальные лои, то есть скопление стопов за уровнем по 73 960, 950 где-то тут. Ну и далее за этим локальным минимумом примерно 73 905, 910. Но если цена дойдет, конечно, и пойдет на обновление лоев. Ну и собственно перед этими локальными лоями я и буду закрывать позицию частями. Поэтому первые 10 контрактов я закрою по цене 73 969. Вторые 10 контрактов по цене 73 952. Таким образом, половину позиции закрою, если вдруг цена ниже все-таки не пойдет. Это важный момент и необходим для того, чтобы снизить риски в сделке. Да, конечно, профит будет меньше, чем если бы я взял и закрыл бы полностью позицию на импульсе после пробоя. Но так лично для меня лучше, для моей торговли. Пусть профит меньше, но и риски в позиции меньше. Итак, еще заявку на 10 контрактов поставил по цене 73 907. И оставшиеся 10 контрактов я закрою по ходу движения. Может быть, подержу подольше, все-таки сделка по тренду. Можно и подержать по сути. Ну посмотрим. Посмотрим, какой будет пробой, что будет в стакане и на графике. Там уже решу держать или закрывать позицию. Выставил take profit и именно по этим ценам не просто так, а потому что вероятность того, что цена становится в этих местах, достаточно большая. И в случае, если все-таки цена пойдет не так, как я планировал, я смогу выйти как минимум в безубыток или в небольшой профит. Кстати, ребят, подписывайтесь ко мне в телеграм-канал, там я выкладываю еще больше своих сделок, а также найдете много полезной информации для себя. Отлично, первые 10 контрактов закрыли. Так, еще 10 контрактов закрыли. Осталось 20. Видим, что цена ускорила свое падение. Идут активные продажи по рынку. Отлично, 3 тейк-профита закрыты. Цена пока валится ниже. Думаю, пока буду держать позицию дальше. Осталось всего 10 коней. После такого импульса очень вероятно, что цена будет вкатывать. Ну пока нет, не вкатывает. Цена идет еще ниже. Посмотрим, что будет дальше. Уже почти 150 пунктов. Вот думаю зафиксировать или еще посидеть в сделке. Мне так-то надо уже идти скоро. Как думаете, дамы и господа, зафиксировать 150 пунктов прибыли или еще посидеть? Пишите в комментариях.
Блин, жаль, что когда вы напишите, уже будет поздно. Но все равно пишите, как бы вы поступили. Так, уже 150 пунктов прибыли. Опа, уже 160 пунктов. Так, цена резко начинает вкатывать. Активные продажи по ходу заканчиваются. Цена начинает реально вкатывать. Но пока закрывать не буду, подержу еще. Все-таки сделка по тренду. Хочу сказать кое-что для новичков, у которых часто убыточные сделки получаются. Вот такой простой совет. Попробуйте торговать по тренду. Видите, если нисходящая тенденция на рынке, то пробуйте заходить в шорт. Если восходящая, то соответственно в лонг. Часто замечал, что новички пытаются поймать дно, чтобы зайти в лонг, или пытаются поймать самый хай, чтобы зашортить. Но когда таким образом вы входите против текущей на рынке тенденции, вы тем самым снижаете вероятность прибыльной сделки. Потому что вероятность того, что рынок пойдет по тренду, выше, чем вероятность разворота. Вот в данной сделке, как вы можете наблюдать, я вхожу в шорт совсем не на хаях, а более того, чуть ли не на лоях. И я уверен, что многие здесь заходили в лонг на отбой от уровня 74 тысячи. И, конечно, они поставили свои стопы за этот уровень. Собственно, на стопах лонгистов мы сейчас и прокатились. Кстати, уровень действительно привлекателен для лонга. Однако, как только цена прилипла к уровню, я уже почти не сомневался, что сегодня снесем уровень и ждал оптимальной точки входа. Кстати, ребят, если хотите знать, как заработать на падении акций, то обязательно посмотрите мое видео. Там я рассказываю, как работает шорт на бирже. Сколько можно заработать на падении акций, какие происходят процессы на бирже, когда вы шортите, о которых вы даже не подозреваете. Ссылка будет в углу экрана, вот здесь, и, конечно же, в описании под этим видео. Если вам нравится такой формат видео, то, пожалуйста, поставьте лайк. А если есть какая-то конструктивная критика, то тоже поставьте лайк и напишите в комментариях, что вам не понравилось, что бы вы хотели изменить. Ох, как дернулась цена. Цена снова упала до 150 пунктов прибыли. Может, обновим минимум с 73 866. Ну давай обновляй минимум. Там на импульсе закроюсь и все. Давайте поближе посмотрим, какие свечи сформировались. Судя по графику, цена еще может сходить ниже, но сейчас она, вероятнее всего, на небольшой откат пойдет. А мне уже пора идти, так что, наверное, я зафиксирую сейчас, пока цена еще больше не откатила. Поставлю лимитку по цене 73 898 на 10 фьючерсов. Хоп, и сделка закрыта. Да, конечно, можно было бы закрыть 160 пунктов прибыли, а не в 132. Ну ладно, пусть будет так. А еще я тут подумал, наверное, надо было сразу показать близко график, да? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам удобнее, уменьшенный график, который был, или увеличенный, как сейчас.
Я просто попутно торгую несколькими инструментами и графики, и стаканы на разных мониторах. Например, сейчас также открыта сделка по фьючерсу на индекс РТС. И мне это удобнее смотреть на общую картину на графике. В сделке заработал почти 4000 рублей, без учета комиссии, конечно. А так, в целом, сделка интересная получилась. Надеюсь, вам понравилось. Кстати, напишите в комментариях, как вам это видео, понравилось или нет. Задавайте вопросы, буду стараться отвечать на все вопросы, а на самые интересные сделаю отдельные видео. Если вы вдруг посмотрели это видео и что-то не поняли, то обязательно посмотрите видео про биржевой стакан. Там рассказываю про механику взаимодействия участников на бирже, про рыночные и лимитные ордера, и как они исполняются, почему цена растет или падает, и кто влияет на изменение цены. И все это показываю на простых практических примерах. В общем, видео очень полезное и интересное. Обязательно посмотрите. Видео разделил на 2 части. Ссылку на первую и вторую часть смотрите вот здесь или в описании. Ну а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. С вами был Razer. До новых встреч. Пока.